Всем привет! В этом видео я покажу, как плести замкнутое плотное полотно в замкнутом виде по мотивам мастер-класса Виктора Лаха, который любезно предоставил такое вот полотно. Ну, с чего все начинается? Начинается все, как всегда, с шаблона. Для шаблона потребуется канализационная труба 160 мм диаметром. Чтобы ее разрезать, я ее вот таким вот образом черточками отмечаю вокруг через 3-4 сантиметра. Вот, соединяю потом черточки вместе. И вот такой вот обыкновенной пилой с мелким зубом распиливаю ее на нужный мне размер. Вот таким вот образом все это выглядит. Вот. Длина этого шаблона будет 22 сантиметра. Вот. Естественно, нужно зашлифовать острые края, чтобы потом самим руки не ободрать. Вот. Далее таким вот нехитрым приспособлением я делаю две полосы. Одна 5 мм от края, а вторая примерно от нее где-то 7-8 мм. Ну, можно сантиметр где-то сделать, тут не столь это важно. Вот. Далее циркулем на внутренних полосах в первую очередь делаю отметки для отверстий на расстоянии 2 сантиметра. И затем в наружных полосах делаю посередине между нижними отметками еще по отметке. То есть здесь будет отверстия здесь будут в два ряда в шахматном порядке. Вот. Далее, чтобы точно, потому как большое сверло с этой трубы соскальзывает, я просверливаю для начала миллиметровым сверлом. Его легче удержать на такой гладкой поверхности. Ну и затем просверливаю в данном случае сверло 5,5 миллиметров. Вот, поскольку плести я буду из ленты шириной в 5 миллиметров. Вот, дальше. Ну, естественно, нужно сделать эти отверстия не острыми вот с помощью такого приспособления. Я прохожу их снутри и снаружи. Получается вот такой вот шаблон, который еще я разик шлифую немножко края, чтобы отверстия были более-менее без заусенцев. Вот получается в итоге такой вот шаблончик. Вот. Как видите, отверстия идут в шахматном порядке. Шаг отверстий на линиях 2 сантиметра по центрам. Далее, вот чтобы получился ромбик квадратный, я использую лист бумаги, сложенный таким вот образом. Так можно отметить. Ну и начинаем приплетать ленту. В данном случае получается через 9, то есть внизу получается в 9 отверстие уходит лента, вверху. Вот, то есть через шаг 9 отверстий. Ну вот, заканчиваем. Такая вот спираль получается поначалу. Вот, дальше. Ну, дальше нужно будет спираль сделать вот в другую сторону, да, тоже через 9 отверстий. Шаг должен быть точно такой же, не ошибитесь, поскольку потом будет сложно ее. Естественно, я работаю прошивкой. Ну, здесь еще можно сделать что-то и руками, без прошивки. Вот таким вот образом это все выглядит. Вот. И, дальше нужно задействовать также отверстия и в наружном ряду, в наружных рядах. То есть, вот посередине этих ромбиков, получившихся, у нас идет лента вертикально. То есть, вот чисто посередине каждого ряда ромбика. То есть, один раз мы протаскиваем ленту в наружные отверстия, которые наружу у нас были на первой наружной полосе. И один раз, и в следующий раз мы ее протаскиваем уже в получившиеся, уже, в занятые, как скажем, отверстия, там, где мы плели этот ромбовидный рисунок. Кстати говоря, этот ромбовидный рисунок сам по себе куда-нибудь на какие-нибудь, я думаю, абажуры вполне даже пойдет сам, без всяких продолжений. Поскольку полотно у Виктора было с продолжением, я, конечно, его
сделаю таким, каким оно должно быть. Ну вот, как видно, сейчас в наружный идет, а вот сейчас во внутренний он уходит. И в каждый ряд этих вот получившихся ромбиков, если смотреть, скажем, сверху вниз, да, вот у нас получается вертикальная лента точно посередине этих ромбиков. Эти ромбики можно, ну, если не получится сразу так точно, их надо немножко чуть-чуть поправить, так, чтобы вот эта вот ленточка, да, была бы точно посередине этого ромбика. Вот. Вот так вот изначально это дело получается. Вот в итоге получается такой вот немножко непонятный бочонок, я бы сказал. Ну, дальше опять же с помощью прошивки начинаем, в принципе, эти вот вертикальные ленточки привязывать или приплетать к самому к получившимся ромбикам. Вот там вот, как видно, там получается такая что-то вроде типа буквы Ж русской. И вот под нее нужно протащить ленточку прошивкой. Вот, потом поднимаем над ленточкой и в следующую букву Ж практически рядом. Поскольку полотно достаточно плотное, то прошивку протягивать, ну, довольно так трудновато. Поэтому у меня оно получилось, наверное, не сильно плотное, поскольку если сделать уж совсем плотно, ну, прошивку будет протащить невероятно трудно, поэтому, ну, пока я сделал его несколько посвободней. Я думаю, что если кто-то хочет сделать его совсем уж плотным, то отверстие нужно будет сверлить не на 20 миллиметров, а примерно на 18 миллиметров в данном случае. Я не могу сказать, почему так получается, но несколько вот я достаточно точно высверлил отверстие, но как бы для большей плотности хотелось бы, чтобы отверстия были меньше. Ну, сам процесс, в принципе, здесь будет достаточно понятен. Вот. Хотя полотно получилось достаточно красивым, ну, может быть, чуть менее плотным. Вот. Вот таким вот образом заканчиваем ленту. Точно так же, как и я показывал в моем полотнище с шестигранниками. В полотне с шестигранниками. Вот. Приплетаем следующий ряд. Вот. Вот. Этот ряд уже будет немножко со сдвигом, поскольку ромбики у нас немножко тоже со сдвигом. Вот. Поэтому... Вот следующая свободная буква Ж, как видно здесь, да. Вот под нее протаскиваем и приплетаем уже в данном случае. Тут уже получаются у нас, ну, в данном случае длинные эти вот ленточки, которые на наружной полосе у нас были вставлены, да, на наружных отверстиях. Вот приплетаем их сейчас. Вот такой вот нехитрый способ. Ну, естественно, заканчиваем ленту просто поверх начала ее. Вот. Если кто-то сомневается в прочности такого соединения, ну, можно его проклеить, если хотите. Но я думаю, что при таком плотном полотне оно никуда абсолютно не денется и так. Вот. Поскольку я когда плел даже шестигранное полотно с шестигранниками внутри, да, ну или как его еще ажурным называют, то там соединение держится без клея очень даже прекрасно. Но единственное, что не надо соединение делать в одном и том же месте. Нужно их ставить в разбежку, ну, то есть методом кирпича пользуюсь, чтобы соединения не были бы в одном месте. Ну вот дальше третий ряд. Опять немножко он получается со сдвигом. Вот, кто-то здесь может увидеть зигзаг, кто-то спираль. Ну, вот так вот получается. Так вот интересно получается. Вот. Ну вот в итоге получилось вот такое вот полотнище. В следующем МК я постараюсь показать, как к нему приплести колечки и сделать из него, ну, допустим, шкатулку. Вот.
Ну вот, запасайтесь трубой, делайте шаблон, пробуйте плести. До свидания.